Если ты не знаешь, чего ты хочешь, ты не можешь подготовиться к университету, который, наоборот, ждет от тебя конкретных достижений. И сколько классно. Цезарь создал миниатюрный ядерный реактор. Да. Ну, папа его сказал, что вообще-то ты пойдешь на завод. Я уверен, что некоторые сейчас наши слушатели такие: так, в какую сторону он меняется? Как классно, что здесь нет формы. Я так не хотел носить эти пиджаки. Понять, что им нравится, получать от этого удовольствие и стать выдающимся именно в этом. Зачем сейчас уезжать в британские школы-пансионы? Кому это нужно? Что это дает? И как это сделать без паники, стресса и слез? Как сделать ребенка счастливым? Всем добрый день. Меня зовут Дмитрий Сандал, я директор по маркетингу и развитию в образовательной компании IQ Consultancy. И вот уже почти 25 лет мы открываем мир лучшего международного образования детям и взрослым. А сегодня я не один. Сегодня со мной удивительный человек, профессионал с более чем 10-летним стажем в консультировании и помощи детям с обучением за рубежом. Ну а главное, это член приемной комиссии и региональный менеджер объединения частных британских школ Dukes Education Светлана Осипова. Света, привет. Привет, Митя. Мы со Светой давно знакомы, поэтому будем на «ты». Ну, я, наверное, начну с такого прямого, простого и понятного вопроса. Зачем вообще сейчас нужно обучение за рубежом и в особенности в Британии? Да, такой вопрос, который сразу навевает на много разных мыслей, но на самом деле, учитывая то, что, в принципе, мой бэкграунд в образовании за рубежом достаточно разнообразный, я работала с студентами, которые зачислялись и в университеты, и, соответственно, сейчас я помогаю студентам в поступлении именно в частные школы. Я могу сказать, что, наверное, первое, основное, зачем вообще большинство родителей и детей, в принципе, рассматривают зарубежное образование, это, конечно, получение опыта разнообразного, потому что мир очень быстро меняется сейчас, он развивается, он трансформируется, и, конечно, когда у ребенка есть возможность выбирать, в какой стране жить, да, где учиться, то, в общем-то, это достаточно сильная база, которая в дальнейшем ему помогает уже, в общем-то, выстраивать свою жизнь, потому что часто образование за рубежом это та вещь, которую студенты и родители смотрят как инвестицию, да, и на самом деле, помимо того, что это действительно крепкое образование, разнообразная программа, да, это в том числе еще и действительно возможность ребенку увидеть мир с разных сторон и, в принципе, принять свое решение, где он хочет быть, где он хочет жить, поэтому сейчас выбор программ огромный, и самое главное, что мы стараемся всегда для каждого студента найти тот вариант, который подойдет именно ему, да. Сейчас, в принципе, мы поэтому смотрим в первую очередь на какие-то нюансы, да, которые есть у конкретного студента, как мы можем ему помочь, поэтому для каждого этот путь, естественно, будет разный. То есть для одного студента он начинается в более младшем возрасте, да, для кого-то в более старшем, и поэтому в зависимости от ситуации в жизни, от многих-многих-многих нюансов, да, мы стараемся здесь смотреть, какой вариант обучения, будь то это школа, да, и для кого-то из студентов, может быть, это будет уже университет, поэтому здесь все очень по-разному на самом деле работает. Но и поэтому, наверное, результат, который рассчитывают получить и родители, и студенты, он отличается, да, для кого-то это карьера, для кого-то это, в принципе, просто новые впечатления, новый опыт, все едут за разным, конечно. Резюмируя, я правильно для тебя понял, что на ответ «зачем» единого, то есть на вопрос «зачем» единого ответа нету, но основные причины, во-первых, это получение опыта, и, конечно, через такой разнообразный опыт ребенок формируется более цельным, зрелым, у него развивается критическое мышление, и он видит мир глубже и шире. Во-вторых, это сильное фундаментальное образование, которое открывает двери для ведущих университетов мира и впоследствии для такой успешной глобальной карьеры. Верно я тебя понял? Да, потому что действительно все, поскольку дети разные, то у всех и цели разные. Но, конечно, опыт, диплом, да, и возможность дальше выстраивать достаточно успешную карьеру, потому что
понимая особенности, понимая, как работает, в принципе, международное общество, и это то, что действительно детям в своем таком подростковом возрасте делать намного проще адаптироваться к новой среде. Это дает достаточно большие перспективы и преимущества, потому что чем старше мы становимся, тем нам сложнее привыкать к новой среде, да, уже мы привыкаем к тому, что нас окружает, и поэтому чаще всего, конечно, очень сложно менять иногда даже место жительства, а детям в этом плане адаптироваться намного проще, и мы даем им такую возможность действительно выбрать дальше свой путь и куда его, в каком направлении выстраивать. То есть невозможно заменить там, качественное британское образование, допустим, набором классных тьюторов, репетиторов. То есть, допустим, у меня много денег, я не хочу отправлять ребенка, но я возьму ему британских преподавателей, они будут с ним заниматься. Это не даст того эффекта. Скорее, это может подготовить студента к поступлению, да, потому что большинство детей, которые действительно нацелены на хорошие школы, да, на селективные университеты, они, конечно, берут такую подготовку, потому что без понимания критериев, как тебя будут оценивать, да, очень сложно, в принципе, подготовиться и, в общем-то, поступить, да, это совершенно нормально. У нас в России ЕГЭ, в Великобритании Level, да, и, в общем-то, к каждому экзамену студенту нужно готовиться, и, в общем-то, поэтому, конечно, британский тьютор — это очень классный способ ребенку, в принципе, лучше погрузиться вообще в британскую и систему образования, и культурные особенности какие-то получить, но британские тьюторы, которые делать это будут онлайн, конечно, они не заменят среду. То есть, в принципе, самое ключевое, особенно век технологий, искусственного интеллекта, чата GPT, всех прочих вещей, что мы видим, это то, что эмпатия, это то, что эмоциональный интеллект играет огромную роль, и это невозможно компенсировать ни онлайн-образованием, если полностью ребенок, например, заканчивает онлайн-школу, онлайн-университет, и также, конечно, тьюторы — это хорошо, но это только часть пути, и чаще всего дети очень сильно меняются, когда они уезжают в британские школы, поэтому то, что они получают, находясь там, живя без родителей, тоже важный фактор на самом деле, да, родители ведь очень сильно опекают чаще всего детей, это хорошо, это забота, но в британских школах есть особенность в том, что есть забота и поддержка, но она не является какими-то тепличными условиями, то есть у ребенка тоже есть стремление и мотивация быть более самостоятельным, меняться, развиваться, то есть те навыки, которые в принципе, тьюторы их, конечно, не заменят, они дадут только базу, в основном академическую, или прокачают какие-то определенные навыки. Ты сказала, что дети очень сильно меняются в британских школах. Я уверен, что некоторые сейчас наши слушатели такие: так, в какую сторону он меняется? Ретранслирую незаданный вопрос: в какую сторону меняются дети в британских школах? Да, на самом деле это очень интересно наблюдать, когда я встречаюсь с выпускниками. Вот буквально неделю назад я была в Лондоне, я встречалась с выпускниками одной из наших школ, Cardiff Siswam колледж. Ребята поступили в один и тот же год, они закончили школу в пандемию, но Малика, она была из Узбекистана, Даян из Москвы, они в итоге начали встречаться, они поженились, у них сейчас родился ребенок, они приходили к нам в Лондоне как раз на встречу, и на самом деле это просто один из примеров, как тоже складывается жизнь. То есть они оба работали, у обоих карьеры, но в итоге все закончилось тем, что они завели семью, и сейчас у них все очень хорошо. Это тоже один из таких плюсов, что и друзей, иногда и пару, дети, подростки со временем находят вот в учебной среде. А как они меняются? Меняются они в том, что они становятся более самостоятельными, и они опираются на себя в принятии решений. То есть иногда это может звучать для кого-то из родителей тоже не самым большим плюсом, да, потому что хочется вроде, чтобы ребенок обращался к тебе за советом, да, чтобы опирался также на семью, на родителей, но на самом деле вот это вот за то, что, в принципе, ценится и британское, и вообще международное образование, потому что, когда мы опираемся на себя, когда у нас есть свои собственные внутренние опоры, то чаще всего сложнее навязать что-то, да, то есть тогда мы знаем, что ребенок, студент, он делает свои шаги, он делает свои выборы не потому, что кто-то ему так сказал, а потому что он действительно этого хочет, и для него это важно. И, в принципе, задача школы здесь вот привнести вот эту индивидуальность и помочь ему, в общем-то, свои сильные стороны найти, раскрыть и за счет них стать успешным. Конечно, школы стараются сделать это более доступно для студентов, то есть они ищут этот путь, как подчеркнуть свою уникальность, и поэтому действительно дети становятся более взрослыми, да, даже если посмотреть на 18-летнего студента, который закончил программу Level, и чаще всего на студенты, которые, например, учатся в своем городе, допустим, да, здесь в России, то они будут разными по какому-то своему психологическому, ментальному уровню, и это неплохо и не хорошо, это просто разница, которая действительно очень заметна, когда ты видишь, как ребенок начинал учиться, и когда он закончил, как сильно
меняется вообще во многом его характер. Ну, то есть, во-первых, большое спасибо тебе за прекрасную love story. Это всегда, кстати. И я правильно понял тебя, что одно из таких тоже преимуществ образования за рубежом, и в том числе в Британии, что ты попадаешь в особый социальный круг, который потом двигает тебя наверх. И вы двигаетесь уже вместе такой одной коммунной. Кто-то находит любовь, кто-то бизнес-партнера, кто-то партнера по танцам, но вместе вы делаете большой шажок наверх. Каждая школа будет подбирать, естественно, студента какого-то определенного. То есть вот это тоже очень важный момент, да, что есть школы более селективные, которые, например, может быть, тоже на слуху, как Итон колледж, Harrow. Это школы, куда студенты готовятся к поступлению 6-8 лет, да, то есть дети буквально с 4 лет готовятся. И, соответственно, конечно, критерии будут очень строгими. Это очень сложная система, очень большой путь. Есть более гибкие школы, да, например, международные школы, международные колледжи, которые смотрят на какие-то другие особенности, да, на то, как студент учится, насколько он мотивирован и заинтересован. И, конечно, когда студент попадает в эту среду, да, среду единомышленников, детей, людей, которые, в общем-то, имеют схожие ценности, да, например, то, конечно, это помогает, во-первых, действительно обрести друзей, поддержку, не только со стороны школы, но и со стороны там сверстников. И в британских школах, например, очень строго относятся к буллингу, каким-то подобным вещам, что пресекается полностью, да, и за счет этого, конечно, у студента более комфортное, более безопасное пространство. И комьюнити, и выпускники, вот эта вот система выпускников, она очень важна, потому что многие потом через это действительно могут найти работу, могут что-то открыть свое, да, то есть это, в принципе, такая связь, которая остается на долгие годы чаще всего. И интересно, что когда спрашивают студентов о том, с кем они продолжают общаться по жизни, чаще всего это те, с кем они учились в школе, даже а не в университете. То есть эти связи, они становятся гораздо крепче и, в принципе, остаются на много лет. Да, все мы помним наших школьных друзей. Действительно, это всегда, наверное, самые яркие воспоминания, потому что в этом возрасте эмоции всегда свежие, новые и запоминаются. Скажи, пожалуйста, вот когда мы говорим про британские школы, особенно школы-пансионы, мы представляем себе такие классные здания, там, где-то готические, где-то нет. Это такие дети в синих пиджаках с красными лоцканами и золотыми пуговицами. И это все про традиции, про некий консерватизм. Но у нас сейчас очень динамически изменяющийся мир. И мой вопрос вот в чем. Как британские школы готовят ребенка к будущему? Успевает ли вообще ребенок жить настоящим, отдыхать, играть, но при этом развиваться и думать о том, что ему предстоит делать? Да, это на самом деле очень хороший вопрос, потому что действительно есть определенная картинка в голове чаще всего, да, когда мы думаем о британских школах, но на самом деле она не совсем такая сейчас. То есть, возможно, где-то 30-40 лет назад действительно доминировали школы, которые очень такие строгие, классические, и, в принципе, они опирались в первую очередь на традиции и на историю, но на самом деле за последние, вот, наверное, 40 лет где-то, да, появилось большое количество более международных школ, потому что традиционные британские школы, они, с одной стороны, очень хороши на картинке, они очень производят впечатление, но далеко не всем студентам они подходят просто по менталитету и по особенностям, потому что дети не все с маленького возраста живут в этой среде и, в принципе, понимают особенность, которая для британских детей, для местных, да, абсолютная норма их жизни. И поэтому, конечно, то, что делают школы сейчас, они стараются отслеживать тренды, в принципе, да, вот как раз то, что мы говорили, не только как поступить в университет, но и как в целом быть готовым к жизни. И опять-таки это как раз на перспективу, да, то есть мы не только занимаемся тем, что в моменте мы стараемся максимально прокачать свою заявку в университет, да, но мы еще стараемся, мы, в смысле, школа, да, старается дать студенту то, что поможет ему более устойчиво развиваться, да, что на перспективу даст ему возможность, опять-таки, возвращаясь, да, к тем же навыкам критического мышления, возможности принимать свои решения. Что для этого делается? Международные школы сейчас очень много вкладывают в развитие карьерных департаментов, да, то есть это как раз консультанты, это люди, которые занимаются с каждым студентом индивидуально, они, соответственно, прорабатывают эту индивидуальную стратегию и вот опять-таки смотрят, вот у этого ребенка сильны такие вещи, да, что можно с этим сделать, как можно это дополнить. Например, очень много сейчас
дополнительных активностей мы организуем по типу карьерных стажировок, да, например, студенты смотрят, как вообще на самом деле работает их профессия изнутри, да, то есть если я хочу стать медиком, с чем мне придется столкнуться, да, какие будут нюансы, и это иногда бывает отпугивает ребенка, он понимает, что да нет, вроде как мне хочется совсем не лечить людей, не оперировать, может быть, я хочу там заниматься биомедициной, заниматься наукой, или наоборот, он понимает, да, это именно то вообще, что мне нравится, что мне нужно, и, конечно, нахождение, опять-таки, в стране, возможность абсолютно в любой момент попробовать что-то, да, это очень ценные навыки, и они ценны также и для компаний, потому что сейчас сложно найти иногда начальные позиции, да, потому что большая конкуренция, и когда студент возможность имеет это сделать либо в школе, либо в университете на первых курсах, да, то он уже, в принципе, выглядит намного интереснее для, например, работодателей. Поэтому, конечно, вот эта история традиции — это важно. В британском образовании это сохраняется, но в то же время ориентация на будущее, она на самом деле очень сильна вот именно в международных школах, потому что они понимают, дети приезжают со всех стран, они все очень разные, да, и каждый будет, конечно, чем-то отличаться, и как мы можем сделать так, чтобы не одновременно уравнять их, но в то же время, да, дать каждому действительно возможность быть успешным, потому что плюс британского образования, то, что далеко не все студенты остаются в Великобритании и строить карьеру, заканчивать университет, оно настолько универсально, что можно поехать в Америку, можно поехать в Австралию, в Азию, да, по сути, вернуться в Россию, на самом деле, да, то есть, ну, как бы именно вот эти навыки приобретаемые, да, они ценны, и они полезны. То есть это вот большой плюс, то, что студент не остается привязан к местной системе, и он всегда, имея вот эту гибкость и умение уже адаптироваться к каким-то новым средам, да, может в любую другую страну поехать дальше, продолжать свое обучение, строить карьеру и понимать специфику. Плюс школы очень подготовлены сейчас в плане того, что они понимают особенности рынка труда в разных странах, да, не только в Британии. И поэтому, конечно, такая большая универсальность, гибкость, адаптивность, они помогают, в общем-то, ребенку дальше больше, наверное, достигать. Да, у нас, например, была девочка из Москвы, она после Кардиффа поступила в университет ЛСИ на бакалавриат и закончила дальше, поступила в университет Кембриджа. Учится сейчас в магистратуре. То есть это, в принципе, как один из примеров, как выстраивается, например, учебный прогресс у студентов, которые идут в такие более академические селективные школы. Да, у нас есть школы, где есть мультимедиа, film studies, drama, performing arts, music technology, да, это школа, например, Rochester Independent College. Она недалеко от Лондона, она достаточно британская, в хорошем смысле, да, традиционная, но при этом максимально сильно отличается от таких исторических школ в плане отсутствия униформы, в плане более неформального отношения к студентам. И, конечно, для ребят, кто хочет изучать искусство, и таких сейчас очень много, в том числе из России. Я каждый год мы зачисляем достаточно большой процент ребят, кто идет на творческие специальности. Они там чувствуют себя прекрасно. Они, с одной стороны, получают очень классную подготовку, потому что преподаватели, они чаще всего работают в той индустрии, которую они преподают. И, соответственно, также они имеют возможность быть в британской среде, но без лишних рамок, например, и без лишних ограничений. Для кому-то это очень важно. Когда я приезжала в Рочестер, я разговаривала с студентами, они сами говорили, как классно, что здесь нет формы. Я так не хотел носить эти пиджаки. И для кого-то это действительно очень важный параметр. Один из таких студентов как раз из Петербурга, Андрей, он поступил в этом году в университет UCL, University College London, на направление Pure Maths. Так что он, в принципе, очень успешен, но при этом он учился в такой совершенно не селективной, не традиционной британской школе. Подняла очень интересную тему, сказав, что вот студент из Петербурга Андрей очень успешный. Но что ты подразумеваешь под успехом? Как вы делаете детей успешными, да? То есть что в британских школах делает детей успешными? Ну, опять-таки, если на примере Андрея, например, да, то это как раз тот тип студента, который кайфует от математики, да, и таких студентов не очень много, которые просто любят изучать что-то, анализировать в свободную каждую минуту, например, будут решать уравнения, но в случае Андрея, да, например, у него была дополнительная подготовка по математике, то есть в британской системе существует math и есть further math, это как более сложный уровень математики, как, в принципе, высшая математика, которая изучается чаще всего на первых-вторых курсах, например, у нас в университетах. И Андрей дополнительно ходил в различные кружки, участвовал в олимпиадах.
То есть в его случае это именно очень сильное погружение в предмет, и для него это успех, потому что ему это нравится. И, соответственно, он поступил в университет, который прекрасно преподает его направление, он будет там дальше участвовать, развиваться. Например, он будет также приезжать в этом году в Рочестер, да, в свою предыдущую школу, и будет выступать в качестве teaching assistant, то есть он будет также помогать преподавателю математики, вести классы, да, и он будет брать какую-то нагрузку на себя. Вот. В случае, например, с академически такими сильными студентами, да, это вот как раз, можно сказать, успех для них, да. И один из интересных примеров, это уже не из России, это мальчик из Италии, Цезарь. Он закончил у нас программу E-Level в Кембридже, Cardiff Station College Кембридж, и он создал миниатюрный ядерный реактор. Да, это на самом деле было настолько классно. Цезарь создал миниатюрный ядерный реактор. Да, и это настолько было интересно для преподавателей и профессоров разных университетов, что его в итоге пригласили на полноценную годовую стажировку, что он будет работать и развивать свой проект. Он из Италии изначально к нам приехал, из Европы, да, и вот он будет развивать этот проект в университете Бристоля, а потом уже продолжит обучение на бакалавриате. То есть для студента школы это достаточно серьезное открытие и изобретение, вот, и как бы эта идея в том, что как раз-таки школы дают возможности, да, они дают и финансирование в том числе, потому что, например, здесь он собрал, по-моему, то ли 5, то ли 7 тысяч фунтов на свое оборудование, и плюс ему помогал профессор из университета Кембриджа. То есть, в принципе, вот для кого-то это не будет представлять ценности, да, потому что студент, может быть, хочет рисовать или хочет делать что-то другое, или, в принципе, он вообще в бизнес хочет уйти, да, но для кого-то, кто действительно увлечен вот своим делом, для них это, конечно, огромные возможности, они этим горят, и как они об этом рассказывают обычно, это очень классно слушать в плане каких-то интервью. Слушай, ну это потрясающая история. Я представляю, как родители из Италии звонят, ему говорят, что ты делаешь? Он говорит, я тут с ребятами ядерный реактор собираю. Да, возможно, так и было. Такое хобби. Это, конечно, потрясающе. Мы собирали модели, клеили из бумаги. Да, и вот на самом деле уровень технической оснащенности во многом как раз и тоже отличает школы, потому что если мы говорим про арт, то это и 3D-принтеры, это все материалы, которые нужны студентам, это музыкальное оборудование, они могут играть в музыкальных группах, они выступают, то есть это все, естественно, стоит больших денег, и школы стараются в это вкладывать для того, чтобы у студентов были вот такие возможности. Конечно, когда мы сравниваем это с ребенком, который не учился, не пробовал ничего такого, да, то, в принципе, его опыт будет отличаться. Возвращаясь к успеху, я правильно уловил твою мысль, что британские школы помогают ученикам понять, что им нравится, получать от этого удовольствие и стать выдающимся именно в этом. То есть развиваться в том, что нравится, в том, что делает их счастливыми. По сути, да, наверное, так можно сказать, потому что британская система, в принципе, заточена на узкую специализацию, да, если мы берем A-Level, то там студенты изучают в старших классах только 3 или 4 предмета, это, в принципе, отсекает все то, что им уже не нужно и неинтересно. И поэтому, конечно, основная задача, когда даже студент выбирает эти предметы, чаще всего в разных рекомендациях, тех же рекомендациях UCAS, которые, да, они пишут, как правильно выбрать предметы, они советуют выбирать те предметы, от которых действительно ты кайфуешь, по сути, да, то есть что тебе нравится, вот тебе хочется погружаться, не знаю, там, в историю искусства, сидеть, читать про разных художников, про разные техники, да, или ты вот хочешь смотреть на ютубе видео, как собрать ядерный реактор, да, то есть вот как раз-таки задача британской школы действительно найти вот эту вот страсть, да, вот эту вот, как они часто говорят, passion, и в общем-то, в этом направлении бить, потому что когда студенты дополнительно что-то выбирают, какие-то активности, куда-то ездят, в чем-то участвуют, чаще всего это все связано с их выбранной специализацией. То есть это могут быть олимпиады, проекты. Ты начала говорить про некие критерии отбора. Давай немножко углубимся в эту тему. Скажи, пожалуйста, на что вообще смотрит школа при отборе? Нужно ли быть именно выдающимся студентом или, там, можно быть хорошистом, но там увлекающимся человеком? Вот это как раз и на самом деле по-разному происходит в каждой школе. Для части школ действительно нужно быть выдающимся студентом, да, и это важно, потому что если студенты ставят себе высокую планку, если они хотят поступить, например, в Лигу Плюща или в Оксбридж, то, в принципе, от тебя будут ждать уже в возрасте 14-15 лет достаточно высокие результаты, стабильные, именно конкретные хорошие оценки
опыт, интерес. То есть здесь портрет ребенка будет, конечно, уже такой достаточно определенный. Но при этом, как раз-таки мы говорили, что есть школы, которые смотрят более всесторонне. То есть есть подход, который, в принципе, применяется американскими университетами, да, такой holistic approach, когда на ребенка смотрят не только как на студента с оценками, да, на него смотрят как на личность, что он любит, чего ему интересно, где он хочет развиваться. И вообще, в принципе, такой подход многими школами используется, потому что помимо вступительных тестов по предметам, чаще всего также еще студенты пишут, например, какие-то тесты, аналог тестов IQ, чтобы посмотреть, в каких сферах они лучше. И это тоже помогает и самому студенту, и школе разобраться, да, в каких предметах он будет более успешен, и, в принципе, какая школа ему подойдет, с каким уклоном, потому что вот мы говорили, есть более академические школы по типу Кардифа, да, где основная цель — это действительно высокий уровень подготовки, это топ-университеты, а есть школы более нацеленные на искусство, на бизнес, на прикладные специальности, в зависимости от мышления и от особенностей, в том числе когнитивных, да, конкретного ребенка. Скажи, пожалуйста, вот на твоей многолетней практике видела ли ты детей, которые приходили, но они были 100% готовы сразу же, то есть так, вау, парень, чему мы тебя можем еще научить? Или обратные кейсы, когда приходили, совершенно не готовые, но заранее они готовились и в итоге успешно поступали. Да, на самом деле есть такие. Чаще всего вот у первых камень преткновения — это язык, на самом деле. То есть язык и плюс вот эта вот уверенность в себе, то, что я вообще-то все знаю, все умею, неготовность смириться с тем, что в другой стране просто по-другому, да, потому что если студент отличник в своей системе образования, совершенно не значит, что он будет отличником в другой системе, да, потому что другие критерии оценивания, другие ожидания, и иногда некоторые на этом как раз начинают бунтовать, устраивать, да, какую-то такую... То есть они не воспринимают критику, они начинают, например, сопротивляться и говорить: да нет, это учитель не прав, на самом деле у меня все правильно написано, я все хорошо сделал. Вот, то есть тут скорее такая психологическая адаптация, на самом деле. Язык, да, потому что разговорный, академический — это совершенно другой английский, и дети, которые даже хорошо учатся на пятерке, международные экзамены сдают на высокие результаты, то даже им бывает сложно. Поэтому, конечно, тут я бы сказала, вот комбинация факторов. С одной стороны, вот те же тьюторы, да, их можно брать дополнительно, чтобы подточить какие-то знания, немножко познать, как вообще все это оценивается в зарубежной системе. И в то же время, конечно, быть готовым к тому, что будет по-другому. Приходят ли тебе в голову какие-то конкретные примеры? Расскажи прям про настоящих детей. Всегда приятно слушать человеческие истории. На самом деле у нас был не самый, наверное, позитивный пример. Это был мальчик из Казахстана, который был очень такой амбициозный, очень уверенный в себе. На самом деле он довольно неплохо сдал вступительный экзамен, и он к нам пришел на программу GCSE годичную. То есть это как раз такой подготовительный год, когда студенты еще изучают много предметов, у него было порядка 8 или 9. И вот к вопросу адаптации языка, то, что первые, наверное, триместр, это обычно там 3-4 месяца, он не очень хорошо успевал, ему было сложно, он прямо действительно чувствовал, что это вот вообще другой уровень совершенно, чем он делал в своей школе в Казахстане. Он учился в обычной школе, не международной, не по какой-то британской системе. И, в общем-то, по итогу его оценки, которые были в середине года, так скажем, predicted grades, да, которые школы используют для того, чтобы дальше, например, перевести студента там на программу E-Level или которые они подают в университет, они были не очень высокие. И, в общем-то, это закончилось тем, что студент, к сожалению, не прогрессировал на программу E-Level у нас, потому что вот именно его промежуточные результаты были невысокие. Это на самом деле очень частая история, то, что первый триместр студенты не всегда хорошо справляются. И как раз зависит от школы, насколько они будут гибко к этому подходить. Они, наоборот, скажут: окей, хорошо, там, даем тебе время, да, ты еще, наверное, просто привыкаешь. А есть школы, где сразу ждут результат. А бывают примеры наоборот. То есть бывают и примеры, когда дети приходят, на самом деле, с самыми средними результатами, но за счет того, что они очень хотят учиться, они очень стараются, у них все получается хорошо. Это очень хороший нам всем урок. Да. А сколько было мальчику лет? 15. 15. То есть уже достаточно взрослый. Да. Причем его брат учился тоже в Казахстане, но в другой школе. И это к вопросу о том, что он хотел поступить в школу более рейтинговую, чем его брат. Поэтому тут сыграло такое конкурентное, наверное, чувство между ними, поэтому он выбрал очень
высокую планку для себя поставил, но, к сожалению, получилось, как получилось. Ну, мне кажется, не к сожалению, мне кажется, он получил просто очень классный Это тоже, опыт, да. который, я думаю, очень поможет ему в будущем. Возможно, он об этом будет вспоминать, да. Конечно. Скажи, пожалуйста, вот мы говорили, что британские школы помогают поступить в ведущие вузы мира, там, Лигу Плюща, Кембридж, Оксфорд. Возможно ли поступить в такие вузы, не заканчивая хорошую международную школу? К примеру, ну, закончив там стандартную школу в России или стандартную школу в Казахстане, ну, в любой другой стране? Ну, наверное, я могу сказать, что да, в теории можно, и даже, наверное, на практике, потому что такие студенты бывают. Но, опять-таки, вопрос количества этих студентов, да, потому что если мы говорим про международные школы, то там выстроена система подготовки определенная, да, когда школа знает критерии и помогает студенту, исходя из предыдущих многих лет, да, когда они зачисляли, например, в Кардиффе порядка 15 студентов в прошлом году поступили в Оксбридж. 15 студентов — это много. Конечно, если мы возьмем статистику всего, то есть студенты, которые поступают из обычных школ. В Британию нельзя, к сожалению, потому что там в любом случае программа A-Level или программа любой международной школы обязательно. Это могут быть самые разные системы образования, не только в UK. Но в американские вузы в целом можно. Вопрос в том, что это может быть один студент на 1000, на 10 тысяч. А так, конечно, поступить можно из любой школы, на самом деле. И вот идея в том, что, например, учась в неселективной британской школе, студент тоже может поступить и в Лигу Плюща, и в Оксфорд, и в Кембридж. Но вопрос в том, что это, конечно, во-первых, большая работа, которая начинается заранее. Чаще всего это студенты, которые поступают не на последние 2 года, а, например, на GCSE, то есть они учатся 4 года. Это стандартно обычно такой срок, который рекомендуют сами школы. И, конечно, это огромный труд, это большая подготовка. И, опять-таки, это понимание себя. То есть вот то, чего часто отсутствует у школьников, например, у наших, с которыми я тоже той же профориентацией занимаюсь часто, потому что и видно, что дети не знают, чего они хотят. А если ты не знаешь, чего ты хочешь, ты не можешь подготовиться к университету, который, наоборот, ждет от тебя конкретных достижений и результатов в этой области. Поэтому это очень сложно. Ну, то есть нет ничего невозможного, но Конечно. Весь вопрос в шансах, в процентах. Да, и, в принципе, подготовке. А сейчас я хотел бы обратиться к нашим слушателям и зрителям. Как вы считаете, возможно ли поступить, закончив обыкновенную образовательную школу, простой СОШ, поступить в топовый мировой вуз, там, Лигу Плюща или Кембридж? Пишите в комментариях, рассказывайте свои истории, делитесь историями своих знакомых, потому что настоящие живые судьбы — это всегда очень важно, очень вдохновляет. У меня есть несколько вопросов больше к тебе лично, как к профессионалу в этой индустрии, как к интересному человеку. Скажи, пожалуйста, когда вот ты только погружалась в эту сферу, какой был у тебя самый такой сильный личный стереотип или предубеждение о зарубежном образовании? Я пытаюсь вспомнить, это так давно было. На самом деле, наверное, это тоже такое заблуждение. Ну, тут вот сложно сказать, потому что бывает, наоборот, приходят люди очень самоуверенные, да, которые все, вообще нет ничего невозможного, поступлю куда угодно. А бывает наоборот, люди, которые не очень верят в свои силы, да, и на самом деле, когда ты начинаешь с ними общаться, они вообще супер талантливые, очень классные люди, студенты, и на самом деле вот у меня, наверное, было тоже такое, что очень сложно куда-то попасть, да, и совершенно не пройти там какой-то конкурс куда-то в определенные вузы, да, то есть вот это вот то, что... Ну, то, что на самом деле отличает иногда как раз некоторых тоже, да, и наших студентов, может быть, не такой вера в свои силы, да, то есть иногда этого не хватает, потому что тебе кажется, что что-то невозможно, значит, да и не надо пробовать. Поэтому мне кажется, что, может быть, вот это было в начале-то. Но когда я начинала работать, я очень активно помогала студентам как раз поступлению в университеты, это были европейские вузы и американские вузы, и когда они получали офферы, на самом деле, наверное, мои сомнения развеивались, потому что я видела, да нет, все получается, все хорошо, если просто проделать правильную работу по подготовке и сделать все, что нужно, потому что, конечно, если ты просто будешь рассылать 100 заявлений в разные университеты, абсолютно не подумав, да, и не подготовив
не знаю, не объяснив даже вузу, зачем вообще тебе это нужно, то шансов мало. Но если делать очень прицельно, если очень хорошо готовиться и четко понимать, зачем тебе это, то это очень даже достижимо, и на самом деле и сейчас, и тогда, то есть независимо, в принципе, наверное, от реалий, которые вообще в целом в мире, даже если становится это сложно, то всегда просто нужно продумать правильную стратегию. Вот это тоже важный фактор. Скажи, пожалуйста, было ли у тебя в твоем личном опыте, что приходила семья, они готовы платить, ребенок вроде бы тоже готов ехать, но ты понимаешь, что это совершенно не их путь, им это не подходит, и тебе приходилось их, наоборот, отговаривать? Точно бывает по поводу специальности определенной. Это достаточно, я бы сказала, часто происходит, когда люди приходят с запросом определенным, и ты понимаешь, что это максимально настолько нет, насколько возможно, да, и ты видишь этому прямые подтверждения, но, опять-таки, конечно, я не могу заставлять людей менять свое мнение, да, и я не хочу этого, потому что это как раз-таки основная тоже идея, что нужно к этому прийти самостоятельно, потому что если ты этого не понимаешь, то как бы тебе потом проще сказать, что это вы нас заставили, это вы нас переубедили, вот, но да, и бывает такое, что на самом деле действительно просто не готовы дети ехать, и я предпочитаю говорить об этом честно, о том, скорее, с какими трудностями они столкнутся. А часто ли интересы ребенка и интересы родителей сталкиваются и вступают в противоречие? Достаточно часто, на самом деле. То есть, но есть родители, которые готовы прислушаться, и на самом деле это все происходит в процессе. То есть, когда они видят, что, например, ребенок в чем-то талантлив, у него хорошо действительно получается. Чаще всего это классическое сопротивление по поводу искусства, по поводу творческих дисциплин, да, потому что нам до сих пор кажется, что арт и дизайн — это что-то настолько эфемерное, непонятное, да, на этом сложно зарабатывать деньги, в этом сложно развиваться. Да, мне кажется, такая проблема отцов и детей, она вечная. Я хочу рисовать, нет, ты хочешь математику. Да. Я знаю лучше. Скажи, пожалуйста, какой самый трогательный или вдохновляющий случай у тебя был в работе, который ты можешь сейчас вспомнить? На самом деле это как раз-таки продолжение прошлой темы. Это был один из студентов, который очень сильно хотел заниматься кино и писать сценарий, и, в принципе, работать в этой сфере. Вот. Но папа его сказал, что вообще-то ты пойдешь на завод, руководить заводом, потому что у меня такой большой бизнес, и моя компания вообще-то очень классная, продолжай ее. И, конечно, это противостояние длилось очень долго, но в итоге через очень много шагов, через разные вещи, да, с этим студентом тоже проводили профориентацию, много встреч было, и он рассказывал в какой-то момент мне про то, какие у него постеры висят, на какие кинофильмы он любит, да, как он пишет какие-то идеи уже сейчас, и он настолько вдохновенно это рассказывал, и настолько для меня тоже это все было как-то вот очевидно, да, что это действительно то, чем он горит, и спустя время он сделал свой собственный проект, я, к сожалению, не знаю подробностей, но он убедил папу, он прямо очень сильно подготовился, он убедил его в итоге, мальчик поступил в University of the Arts London, это один из самых топовых университетов Великобритании в сфере искусства, и, соответственно, поступил именно на кино, на направление, связанное с киноиндустрией. И я, честно говоря, узнала об этом от коллег, о окончании этой истории, но я была очень рада и очень вдохновлена этим, потому что это было как-то так радостно видеть, что действительно у него это получилось, и он справился, он смог убедить отца в том, что действительно это то, что он хочет, и мне кажется, это очень такой один из самых, наверное, для меня запоминающихся моментов, когда вот это происходит. И такие студенты периодически встречались, но вот это из последнего, наверное, за последние несколько лет мне это очень запомнилось. Да, это действительно классная история. В конечном итоге все же родители хотят, чтобы их дети были счастливыми. Просто не все готовы принять, что дети сами знают, как быть счастливыми лучше родителей. Да. Поэтому иногда нужно пройти через какие-то ошибки, совершить их. Это тоже часть пути. Это, кстати, тоже важная часть вообще в принципе, международном образовании, что ты не всегда будешь что-то у тебя будет получаться, иногда ты будешь ошибаться, да, но без этого иногда невозможно, потому что пока мы не попробуем, пока мы сами это не сделаем, то со стороны и с чужого опыта мы, конечно, об этом не узнаем. Свет, большое тебе спасибо. Было очень интересно, очень разнообразно, и, мне кажется, очень полезно для многих. Это был подкаст IQ Talks, подкаст Международного агентства по образованию за рубежом IQ Consultancy. Вот уже почти 25 лет мы помогаем детям и взрослым
получить самое лучшее образование за рубежом, которое отлично подходит для конкретно их потребностей и развивает их как личностей. Потому что в конечном итоге нам важно, чтобы каждый человек был счастлив и был в гармонии сам с собой. А образование — это хороший фундамент, на котором строится счастье. Спасибо, оставайтесь с нами, еще увидимся. Здорово, нет, история очень крутая. Нет, я уже представил, как, перейдя Тибор, Цезарь сказал: да нам пофиг, у меня есть ядерный реактор. Жаль, у него тогда его не было, да?